27 июня, суббота. Всем привет, это Руслан Ивеев с очередной сводкой с войны. Остаются буквально считанные дни июня, и он закончится. Уже очевидно, что никакого резкого ускорения темпов продвижения по итогам мая-июня не будет. А я говорил ранее, что для нас замер по маю-июню является очень важным. Ведь в прошлые года именно в эти 2 месяца случались основные прорывы российской армии. Многие используют именно этот момент как аргумент, почему, по их мнению, есть угроза массовой мобилизации в скором времени. Но об этом мы поговорим чуть позже. А пока давайте уделим внимание буквально парочке вещей по линии фронта. Российские проникновения в различные районы Константиновки достигли того состояния, когда они происходят во всех частях города, в том числе на северных окраинах. Начинаются бои за село Осыково, которое находится севернее Константиновки. Мы с коллегами расходимся в оценках того, как скоро будет захвачена, взята под полноценный контроль основная часть города. Я считаю, что даже при текущем состоянии бои за основную часть города могут продолжаться еще долго. А мои коллеги по команде, да и многие другие аналитики, считают, что основная часть будет захвачена до середины лета. Наши оценки ситуации отличаются от оценок украинского картографического проекта Deep State, который за все это время максимум расширил серию зон в городе. Поэтому, когда в следующей сводке я буду цитировать очередные данные Deep State по продвижению России за месяц, там явно опять будет значение близко к нулю. Так что у российской армии действительно серьезные проблемы с одним из главных компонентов, необходимых для войны, а именно с личным составом. И вот тут многие журналисты идут дальше и говорят, что Путину нужно показать обществу новые победы. Нужно вернуться к прежнему темпу войны. И типа поэтому будет массовая мобилизация. Я не знаю, кому там Путин должен показывать какие-то победы. Я вижу, что война достала уже всех поголовно. И за это общественность тоже намного больше порадуется новостям, что война заморожена, чем новостям, что захвачена Константиновка и начинается штурм Краматорска. То же самое касается и неких мифических элит, которые якобы требуют от Путина новых побед. В стране тяжелая ситуация с экономикой, разгорается серьезный топливный кризис, бизнесы повально закрываются, Москву заволакивает дымом от пожаров в Капотне, а некие элиты смотрят на это и говорят: «Да, давай еще?» Что за бред? Что касается собственных желаний Путина, то я уже много раз говорил. Я считаю, что его полностью устраивает текущий темп в войне. В прошлом году темп тоже был далеко не ахти. И ничего, никого даже не наказали за это. Я уж молчу про мобилизацию. Ну и потом, я думаю, он искренне верит в свои успехи по войне. Точно так же, как наша с вами антипутинская сторона верит, что подул некий ветер перемен, что все меняется, перехвачена инициатива в войне, начинается изоляция будущей зоны боевых действий, Крым становится островом и, может, даже будет в скором будущем освобожден. Вот точно так же и он верит, что для российской армии ситуация на фронте становится все лучше и лучше. Вот уже Константиновку почти дозахватили. Вот новые флаговтыки на славянском направлении, вот демонстрации новых российских ракет и техники, вот противодействие Старлинкам и свои спутники, так что все получается. Так что нет, я по-прежнему не вижу ни одного признака, говорящего о том, что будет мобилизация. В важных историях и верстке на днях вышли статьи, в которых несколько источников говорят, что в Кремле обсуждаются сценарии массовой мобилизации, ее даты и способы проведения. И наверняка это действительно так. Но даже если и так, это не говорит нам о том, что мобилизация действительно готовится. Решение о ее проведении зависит ровно от одного человека – Владимира Путина. Что ему взбредет в голову и когда, никто не знает. Поэтому на всякий случай лучше подготовиться. Поэтому и обсуждать сценарии и варианты. По опыту прошлой мобилизации и ее последствий мы видим, что для Путина новая волна мобилизации – это крайний вариант на экстренный случай. Желание «ой, хотелось бы Краматорск побыстрее захватить» – это не экстренный случай. И то, что темпы продвижения упали до нуля – это тоже не экстренный случай. Потому что, во-первых, в отчетах Герасимова эти темпы совсем не нулевые. Во-вторых, я не думаю, что Путин изучает и сравнивает карты линий фронта за разный период времени, чтобы визуально заметить, насколько медленно все меняется. В-третьих, текущая стратегия заключается в том, чтобы победить в войне на истощение. Показать всему миру, что Россию не сломить. Мы готовы в таком темпе продолжать столько, сколько потребуется. А также дождаться, когда уже и европейские союзники откажутся от поддержки Украины. Вот тогда уже можно будет забрать весь Донбасс без боя. Вот вам мой прогноз на войну до конца года. Массовой мобилизации не будет.
Прорыва российских войск после Константиновки не будет. Также не будет и изоляции зоны боевых действий на юге Херсонской области или в Крыму. Не будет сухопутных боев за Крым или контрнаступлений через Днепр в сторону Перещейка. Но с огромной вероятностью будут удары по Крымскому мосту через Керченский пролив. И в целом вся война будет сосредоточена вокруг дальнобойных ударов по тылам друг друга, с кадрами пожаров и разрушений. Константиновка к концу года будет точно захвачена. Может быть, подойдут уже к окраинам Краматорска. Скорее всего, продвинутся на Купинском и Лиманском направлениях. И вот на этом 26-й год закончится. И полетит куча новостных заголовков, что да, к массовой мобилизации Путину не пришлось прибегнуть, и фронт не рухнул. Но зато зимнее наступление армии России уже полностью провалилось. Ведь Славянск и Краматорск по-прежнему не захвачены. И вот так настанет 27-й год, в котором все продолжится. В том числе продолжатся и вот эти вот ежегодные вайбы, что готовится массовая мобилизация. Многие сейчас сошлются на примеры из Пензенской области. Что это такое, как не начало массовой мобилизации? Устраивают облавы, ловят мужчин, избивают и заставляют подписывать контракты. К тому же сейчас похожий случай произошел и в Амурской области. Я считаю, что это проблема конкретно этих регионов. Губернаторам надо выполнять спущенный сверху в начале года план по набору людей на контракт. Вот, видимо, в Пензенской и Амурской областях особенно плохая статистика по набору. И, боясь наказания, региональное руководство требует от силовиков и от военных принимать более активные меры по набору людей. Те и принимают, как умеют. Раньше заманивали пряником, вызывая многих в военкомат для уточнения учетных данных, а уже на месте предлагая, что ну вот, рассмотрите вариант подписания контракта, ведь вы можете много заработать, плюс еще и льготы, пособия, списание долгов, бесплатное обучение для ваших детей. А вот теперь местами переходят к методу кнута. Наверное, тот факт, что ты можешь оказаться на войне не в результате настоящей мобилизации, а в результате пыток и избиения, не сильно успокаивает. Но все же, поскольку указа о второй волне мобилизации нет и не предвидится, сложно сделать историю с этими облавами по-настоящему массовой. И чем ближе мы к осенним выборам, тем аккуратнее будут пытаться себя вести региональные власти. Много на прошлой неделе обсуждалась Беларусь. Александр Лукашенко все же пошел на ультиматум Зеленского и отключил российские ретрансляторы, стоявшие на территории Беларуси вблизи границы с Украиной. Честно говоря, я думал, он проигнорирует угрозы и отнесется к этому с подходом вроде «добейте, ради бога». Это все равно не наши проблемы, это будут проблемы Кремля. А то, что формально это территория Беларуси, ну не страшно, это же не Минск, туда ракеты и беспилотники лететь не будут. Это не означало бы втягивание Беларуси в войну и какого-то нового этапа. Тем более, что ранее украинские силы уже каким-то образом принудительно отключали такие же ретрансляторы на территории Беларуси. В декабре прошлого года Владимир Зеленский говорил о ретрансляторах на территории Беларуси, которые помогают наводить российские беспилотники на Киев и другие центральные и западные регионы Украины. В феврале этого года министр обороны Украины Михаил Федоров заявлял, что Украина ликвидировала сеть, которая помогала шахедам залетать со стороны Беларуси. Правда, он при этом не уточнял, как именно они ликвидировали эту сеть. Позавчера была очередная массовая воздушная атака по Киеву. Я пока что не встречал информации о том, как именно она проходила. Отличалась ли от прошлых воздушных атак по Киеву? И действительно ли теперь не используются ретрансляторы на территории Беларуси? России и не пришлось бы использовать эти ретрансляторы, если бы ей был доступен Starlink, или если был бы настоящий свой аналог. Не так давно Путин заявлял, что Россия строит свой аналог, который будет ничем не хуже, а может быть даже и лучше Starlink. Это имелись в виду проекты «Сфера» от Роскосмоса и проект «Рассвет» от компании «Бюро 1440». Именно с этими проектами я связываю украинские удары по центрам космической связи Дубна и Владимир. Система спутникового интернета, в том числе Starlink, не способна работать без такой наземной инфраструктуры. Ведь космические спутники не хранят в себе копии всего интернета. Поэтому они просто переадресовывают ваш запрос в интернет на такие центры космической связи, которые подключены к магистральным провайдерам интернета. Результат вашего запроса эти центры, которые называются шлюзами, отправляют обратно на спутник, а спутник отправляет на ваш терминал. Так и работает спутниковый интернет. У SpaceX есть несколько таких центров космической связи в разных странах Европы, которые обслуживают в том числе терминалы, работающие в Украине. С Беларусью связывают и слухи про новое наступление, новый участок фронта. Это тоже становится такой традицией – ожидать, что Россия опять перебросит в Беларусь войска, чтобы начать новое наступление на Киев. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский даже заявляет, что Украине нужно создавать новые бригады для защиты от этой угрозы.
И кто-то может сказать, что, возможно, как раз вот для этого есть смысл провести массовую мобилизацию в России. Мы по-прежнему считаем, что ни то, ни другое по-прежнему невозможно. Даже если действительно провести мобилизацию и, допустим, снова призвать 300 тысяч человек, чтобы подготовить, а потом отправить в атаку на Киев, то вам нужно большое количество новых подразделений операторов-беспилотников. В нынешней войне без дроноводов теперь никуда. Они нужны и для того, чтобы поддерживать наступление, нанося удары по объектам в ближнем тылу противника, и для того, чтобы прикрывать наступающую группировку зенитными дронами-перехватчиками. В прошлые года это так остро не требовалось, и достаточно было обеспечить свеженабранных людей бронетехникой и найти артиллеристов, которые будут прикрывать своим огнем наступающие войска. Найти артиллеристов не настолько большая проблема, какой является найти множество операторов-беспилотников. У вас нету людей, служивших в советские времена или в начале нулевых в войсках беспилотных систем. Таких войск тогда еще не существовало. У вас нету нескольких поколений выпускников военных вузов по специальности оператор-беспилотников. Такие программы подготовки появляются только сейчас. А гражданские дроноводы не особо-то горят отправляться на войну. Поэтому и получается, что даже если вы еще больше сошли с ума, провели массовую мобилизацию, наплевав и на рейтинги, и на экономику, и принудительно набрали 300 тысяч человек, и даже как-то подготовили их, и даже обеспечили бронетехникой, все равно шансов у этих сил будет мало без прикрытия войск беспилотных систем. А они сейчас все задействованы на других направлениях. Поэтому, который год подряд я это повторяю. Нет, Россия не готовит к переброске свои войска в Беларусь, чтобы снова открыть Киевский фронт. Главные новости по войне – это, конечно, дальнобойные удары. И больше всего обсуждается ситуация в Крыму. Отрезать от сообщения Крым полностью, превратить его, как это сейчас любят называть, в остров Крым, не получается и не получится. Удары беспилотников действительно наносят заметный урон мостам, соединяющим Крым с югом Херсонской области. Но поскольку там узкие проливы, то довольно-таки просто получается быстро наводить понтонные переправы. Да, понтонные переправы еще более уязвимы для воздушных атак, но эта проблема перекрывается легкостью и быстротой восстановления понтонной переправы. Тем не менее, транспортное сообщение, конечно же, очень сильно замедляется от этих атак. Продолжаются атаки по энергетической инфраструктуре Крыма, из-за чего почти каждый день приходят новости об отключении света в разных районах полуострова. Иногда это приводит к остановке насосных станций, которые обеспечивают водоснабжение региона, что вызывает перебои с водой в жилых домах. Удары по нефтеналивному терминалу в Керчи, удары по автоцистернам на трассе Р-280, удары по российским НПЗ привели к серьезному дефициту топлива. В Крыму продажу топлива остановили совсем. Это влияет и на коммерческую логистику, из-за чего все больше кадров полупустых полок магазинов. Приходят новости о том, что массово отменяются бронирования в отелях Крыма и наносится серьезный урон туристической отрасли полуострова. Все это имеет целью сделать Крым непригодным не только для отдыха, но и для проживания. На всем полуострове вчера ввели режим чрезвычайной ситуации. Я уверен, что ситуация не дойдет до той степени, когда придется прям спасать и эвакуировать людей. Но жить там будет все сложнее и сложнее. На войну это особо не повлияет, но давление на общество оказывает. Тут еще и Зеленский объявил о некой 40-дневной операции по оказанию воздействия на Россию с целью побуждения к прекращению войны. Деталей он не раскрыл, кроме разве что того, что это операция Службы безопасности Украины. Я думаю, основным фокусом этой операции будет Крым, но не только. И в день анонса СБУ уже нанесла удар по судостроительному заводу в Крыму. Также вчера появилась информация о подрыве железнодорожных путей в советском районе Крыма. Для железнодорожного сообщения Крыма любые удары очень чувствительны, потому что там в буквальном смысле одна ветка, которая идет из Керчи в Джанкой, а дальше поворачивает на юг до Севастополя. Так что любое повреждение пути сразу же отражается на всем железнодорожном сообщении Крыма. Пассажирские поезда не так уже ходят из России только до Керчи, а такие удары влияют и на грузовые поезда тоже. Есть у меня большое предчувствие, что кульминацией 40-дневной операции будет удар по Крымскому мосту через Керченский пролив. Это было бы самым логичным развитием событий, учитывая, как идет вся кампания ударов. Тем более, что мы постоянно видим удары украинских беспилотников по средствам противовоздушной обороны в Крыму, в том числе в районе Крымского моста. Заранее расчищают себе дорогу, так сказать. Опять же, предположу, что будет комбинированная атака, возможно, разнесенная по дням. Будут и безэкипажные катера, прорывающиеся к опорам моста, будут и воздушные беспилотники. Тем более, что воздушные беспилотники могут лететь над акваторией Черного моря, где никакого ПВО нету. Ну, разве что российская авиация может встретиться.
Может быть, в рамках операции опять найдут какого-то случайного гражданского, случайного дальнобойщика, которого опять превратят в смертника, заказав ему перевозку груза в Крым, который окажется взрывчаткой. Именно так подорвали мост в октябре 2022 года. Также я уверен, что операция СБУ будет включать в себя и цели в глубине России. Может быть, в Москве. А может быть, опять какие-то особо важные стратегические объекты, как это было с операцией «Паутина». Лето явно выдастся горячим, но не по фронту, а по тылам. Такие вот новости у нас были на этой неделе. Увидимся с вами уже в июле. До встречи и пока.